Друзья, всем привет! Наверняка или с вами, или с вашими знакомыми происходила такая ситуация. Начинаются схватки, раз, два, три, идут достаточно уверенно. Приезжаем мы в роддом, нас осматривают и говорят: нет, вы не рожаете, это тренировочные схватки. И возникает недоумение. Как так? У меня такие схватки, я уже прям дышу, мне уже больно, как-то я не рожаю. Да, так бывает. Сегодня мы с вами поговорим про тренировочные схватки. Что это такое? А вы пока не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Итак, что такое тренировочные схватки? Это состояние, когда наш с вами организм не рожает, а просто разминается, тренируется. И в целом в тренировочных схватках нет чего-то страшного. Часто мне задают вопрос, на каком сроке они могут начинаться. Нет какого-то однозначного срока, на котором они могут появиться. Кто-то чувствует тренировочные схватки уже и в 28 недель, и в 30, кто-то только ближе к родам. Мы говорили с вами про тонус во время беременности, как он может себя проявлять. И вот сейчас про этот период до 37 недель, то есть пока еще у нас считается беременность недоношенной, я хочу сказать только одно, что да, на недоношенном сроке тренировочные схватки тоже могут быть, но в норме они нерегулярные, нечастые, то есть хаотично, периодически возникают в течение дня буквально пару раз и никак не влияют на ваше самочувствие. И чаще всего так оно и происходит. Конечно же, если вдруг мы сидим дома, у нас случаются какие-то схватки, и они происходят с нами через какие-то промежутки времени еще и усиливаются, безусловно, мы должны немедленно ехать в роддом. Но сейчас, сегодня, более подробно я хотела бы поговорить про доношенный срок. То есть как только вы пережили уже 37 недель, ура, можно выдохнуть, потому что все, вы молодец. Вы доносили, уже если роды случатся, то они не будут преждевременными. И это здорово, это уже позволяет немножечко выдохнуть, но дальше начинается интересное. Наш организм потихонечку готовится к родам. И у этого есть много разных проявлений. Это есть и самые предвестники. У меня тоже есть видео на эту тему. И, конечно же, один из предвестников – это тренировочные схватки. Как я уже говорила, это то состояние, когда наш организм еще не рожает, а просто тренируется. Но тренировочные схватки могут ощущаться как настоящие. И поэтому часто женщины с ними приезжают в роддом. Как могут проявлять себя тренировочные схватки? Самый простой, понятный и безобидный вариант тренировочных схваток следующий. Периодически на доношенном сроке вы чувствуете нерегулярное прихватывание. Многие в целом задаются вопросом, а как эта схватка ощущается? Очень просто понять, когда вы с этим состоянием столкнетесь, вы его ни с чем не перепутаете. В какой-то момент у вас матка напрягается, и живот становится таким каменным, твердым. Поэтому многие даже описывают это состояние так: живот каменеет. То есть эта матка у нас напряглась, пришла в тот самый тонус, побыла в этом состоянии какое-то время, например, секунд 30, 40 или 20, у всех по-разному, и расслабилась. Потом прошло какое-то время, и снова матка пришла в этот тонус, побыла в этом напряженном состоянии и расслабилась. Так вот, в случае тренировочных схваток чаще всего эти прихватывания нерегулярные, они могут быть не очень приятными вот в моменте, когда живот напрягся, но в целом ни на вашу активность, ни на ваше самочувствие не влияют. И они могут быть такими хаотичными в течение дня и, соответственно, никак вам не мешают жить. Но важно знать, что тренировочные схватки могут быть регулярными, и поэтому их часто путают с истинными схватками. И когда вы находитесь дома, не всегда можно дифференцировать эти состояния. Потому что если у нас начались регулярные схватки, мы знаем, что да, есть такое правило, что один из признаков родовой деятельности – это регулярные схватки, которые приходят через одинаковые промежутки времени. И, соответственно, дома мы не можем понять, рожаю я или нет. И ничего страшного нет в том, если вы приедете в роддом, вас посмотрят и скажут: увы, это пока ложная тревога. На самом деле ничего страшного в этом нет. То есть в обычной жизни тренировочные схватки, вот такие коротенькие, неболезненные, хаотичные, не вызывают у вас какого-то волнения. Но бывает и такое, что схватки становятся достаточно болезненными, они вроде бы нерегулярные, то есть вы понимаете, нет, похоже, я не рожаю, но они длятся достаточно долго, например, весь день и всю ночь. И на утро вы не отдохнувшая, не выспавшаяся и чувствуете, что дальше живот болит. Вот в этой ситуации не нужно сидеть дома, нужно обязательно ехать в роддом, чтобы вам записали КТГ, чтобы вас осмотрели, возможно,
нужно обезболили для того, чтобы вы могли все-таки отдохнуть. Потому что для родов нам нужны силы. И если мы устанем еще на этапе тренировочных схваток, то, конечно же, никакой энергии уже на проживание родов у нас не останется. Недавно у меня на дежурстве случилась такая ситуация, я хочу вам про нее рассказать. Мне звонит акушерка и говорит: приходите, к нам поступает женщина на роды. Я спускаюсь, действительно вижу, что женщина так дышит. Я уже прям думаю, ой, у нас, наверное, какое-то хорошее раскрытие, сантиметров 5-6, я так предполагаю. Осматриваю ее на кресле, а там шейка 2 сантиметра длиной пропускает палец. То есть абсолютно еще никакого раскрытия нет. Но она уже такая вот прям возбужденная, она дышит так на каждую схватку. Так бывает. Действительно, так бывает. Не то чтобы это первый случай в моей жизни. Но все равно вот она мне как-то не понравилась. Сразу так немножечко забегая вперед. Вот как-то вот слишком она была возбуждена. Я ее осмотрела, я ей объяснила ситуацию, говорю, вот смотрите, у вас сейчас такие схваточки есть, это еще пока не роды, это тренировочные схватки, мы вас все равно оставим под наблюдением, потому что я вижу, что вам больно, поэтому вы останетесь у нас под наблюдением, мы вам ведем спазмолитики, чтобы вас отпустило, и будем дальше наблюдать, как будут развиваться события. Как будто бы от этого разговора ей уже стало немножко легче, я вижу, что она успокоилась, она сидит, пишет КТГ, там вот эти 20 минут, и она уже так ведет себя более спокойно. При этом, когда я ее осмотрела, то есть я вижу, что она вот уже прям так дышит на эти схватки, раскрытия никакого. Я тщательно осмотрела ее животик, порасспрашивала, когда вы испытываете эту боль. Она говорит, ну вот накатила больно, отпустила, все вроде бы как и нормально. То есть вне схватки ничего не беспокоит, все хорошо. Ребенок шевелится, все отлично. КТГ мы пишем, тоже неплохое. Я вижу, что между схватками она ведет себя абсолютно нормально. Но вот все равно, скажем так, такая болезненность этих тренировочных схваток, конечно, меня смутила. И я ее оставила в роддоме под наблюдением. И что вы думаете, друзья? Через час, знаете, что случилось у нас? Отслойка. Излились воды, окрашенные кровью, и немедленно побежали мои коллеги в операционную, потому что я в это время была занята с другой пациенткой. Отслойка случилась вот тогда в моменте. То есть пациентка к нам не приехала уже с отслойкой, потому что не было сгустков, не было признаков того, что есть какой-то срок годности, скажем так, срок давности у этой отслойки. То есть она случилась вот тогда в моменте. И мы начали с коллегой обсуждать эту ситуацию. Он говорит, тебя смутило что-то или нет? Я говорю, меня смутило только одно, что она была слишком возбуждена. И мы пришли к выводу, что вот эта отслойка случилась, вероятно, из-за дискоординации родовой деятельности. То есть как у нас должен происходить процесс гармоничный. У нас шейка матки перед родами созревает, становится мягкая, податливая. И когда у нас начинаются схваточки, эти схватки растягивают шейку матки, потому что вы понимаете, что шейка матки – это первое препятствие на пути у малыша к рождению. И схватки, которые начинаются, они растягивают шейку, чтобы ребенок мог выйти из полости матки и начать опускаться по родовым путям. Так вот, иногда бывают такие ситуации, когда в организме нет согласия, если можно так назвать. Шейка не созрела, а схватки почему-то запустились. Это ненормально, но иногда так бывает. И вот из-за этой дискоординации, понимаете, матка пыхтит, старается, схватки эти запускает, а шейка никак. И вот, видимо, из-за этого растущего внутриматочного давления случилась отслойка. Поэтому, конечно, я была супер счастлива, что я ее оставила в роддоме, не отправила ее домой с этими тренировочными схватками, и ей вовремя оказали помощь. То есть там все в порядке и с маткой, и с малышом, и с мамой, конечно же. То есть вот просто такое стечение обстоятельств. Представляете? Но это, к слову, о том, вот вам и тренировочные схватки. Поэтому, друзья мои, если мы находимся дома, у нас какие-то схватки, которые доставляют нам боль, даже если они нерегулярные, мы все равно должны ехать в роддом. Еще один вопрос, который касается тренировочных схваток, это схватки, которые мы видим на КТГ. Иногда у нас на курсе «Супермама» я получаю в нашем чате для ответов на вопросы, где я на связи с нашими мамочками, получаю такой вопрос: Виктория, я сейчас сижу в женской консультации, мы пишем КТГ, у меня тут какие-то схватки, я что, рожаю? Сразу хочу, чтобы вы знали. Бывает такое, что у нас при записи КТГ с маточным датчиком регистрируется маточная активность, прям вот такие схватки. Но можем ли мы сказать по этим схваткам, рожает женщина или нет? Не можем.
не можем. Для этого нам нужен осмотр вагинальный, нам нужно женщину осмотреть. И что является для нас признаком того, что мы в родах, помимо схваток? Схватки – это признак, но главный критерий, вот запомните, это очень важный момент, что вы вообще ориентировались во всем этом действии. Главный критерий, по которому мы оцениваем родовую деятельность, это именно раскрытие шейки матки. И поэтому, если мы видим, что у нас шейка матки начинает раскрываться, значит, женщина в родах. Но очень часто на доношенном сроке бывает такое, что мы сидим на КТГ как булочка, КТГшка пишется, схватки рисуются, там все закрыто. И самое главное, женщину ничего не беспокоит. Вот это что же важный момент. Я обычно в чате пишу: а вы сами схватки это эти чувствуете? Нет. И у нас это бывает даже и в стационаре точно так же. Я вижу вот на доношенном сроке, то есть какая-то маточная активность запускается, мы видим это по КТГ, вот такие красивые схватки, как в родах. Но при этом ни женщину ничего не беспокоит, ни какого-то раскрытия у нее нет. Поэтому помните, что когда мы видим схватки по КТГ, на доношенном сроке нам это ни о чем не говорит. Более того, я вчера дежурила вот перед записью наших видосиков, и у нас были роды. Очень классные, кстати. К слову про то, что бывает такое, что все начинается не по плану. Знаете, вот эту нашу любимую историю лебединую. Все началось не по плану. Значит, у нашей пациентки излились околоплодные воды, схваток нет. И вы знаете, что я уже много раз про это рассказывала. У нас есть два варианта развития событий. Либо схватки организм сам запустит, потому что он понял, что все надо рожать, либо не поймет, и тогда мы ему объясним, что надо делать с помощью препаратов. Так вот, к счастью, у нашей вот этой пациентки роженицы, у нее запустились свои схватки, прям супер класс. То есть не надо было никакого медикаментозного вмешательства, свои схваточки. Мы ее потом обезболили, и прекрасненько родилась у нас малышка Александра. Так вот, к чему я про нее рассказываю? То вы думаете, что я как этот блуждающий неф, что-то блуждаю, рассказываю то одну историю, то другую. Мы родили, за пару часов. Очень хорошо, она быстро достаточно рожала. Ни на одном КТГ у нас нет ни одной схватки. Представляете? Вот так бывает. То есть КТГ не всегда отражает нам этот процесс. Мы пишем все КТГ с маточным датчиком, ни на одном нет ни одной схватки. И поэтому я даже поначалу ей не верила, что она рожает. Потому что я прихожу, вижу, КТГ пишется, ни одной схватки нет. Она говорит: мне уж так больновато. Я говорю: давайте будем вас смотреть. Смотрю, там 3 сантиметра. Все. То есть организм сам запустил процесс. Проходит еще какое-то время, опять к ней прихожу, смотрю, опять ни одной схватки нет. Там уже 5 сантиметров. То есть вот и мы так родили, ни одну схватку мы не записали. Представляете? Но вот сейчас одно большое но. Если у нас срок недоношенный, там 30 недель, 34, мы записываем КТГ, и на нем мы видим схватки, вот это не стоит игнорировать. Вот показан осмотр. То есть я хочу, чтобы вы сейчас сделали главный вывод. Если мы видим на КТГ схватки на любом сроке, это нам еще ни о чем не говорит, но нужен осмотр, чтобы понять, что с нами происходит. Почему? Потому что есть женщины, которые не чувствуют латентную фазу родов. И, может быть, ее ничего не беспокоит, у нее все хорошо, у нее уже схватки пишутся, а у нее уже 3 сантиметра раскрытия. Хорошо, когда это 39 или 40 недель, а бывает же 32, поэтому помните, что когда мы видим маточную активность на КТГ, мы из этого только выводы делать не можем, но это повод для нас сделать вагинальный осмотр, чтобы понять и разобраться в ситуации, что вообще происходит. Поэтому, увидев что-то там на КТГ, не пугайтесь. Так действительно бывает. Друзья, для того, чтобы подготовиться к родам, для того, чтобы ориентироваться во всем многообразии разных ситуаций, того, что происходит с женщиной до родов, в процессе и после рождения малыша, приходите к нам на онлайн-курс «Супермама». Я знаю, что перед родами у вас много страхов, и связанные не с разным, и с болью, и с неизвестностью, и с действиями персонала. И это все мы обязательно на курсе будем разбирать. И, конечно же, для того, чтобы после того, как ваш малыш родится, вы чувствовали себя более уверенно и спокойно, мы будем там изучать темы уход за малышом, грудное вскармливание, послеродовый период, чтобы вы и себе помочь могли, и своему малышу. Наш курс проходит онлайн, и, соответственно, вы можете присоединиться к нам практически из любой страны. Поэтому для того, чтобы познакомиться с нашей программой и присоединиться к нам, переходите по ссылке в описании. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что после этого видео вам не стало более тревожно, но вы сделали главный вывод. Да, тренировочные схватки перед родами могут быть, и это абсолютно нормально. Но одно дело, когда эти схваточки вы чувствуете, они не влияют на ваше самочувствие, не влияют на вашу активность, а другое дело, когда они доставляют боль, когда они навязчивые и не дают спать. Поэтому мне важно, чтобы вы могли ориентироваться в том, что с вами происходит, не сидеть дома до последнего, и все-таки, если вас что-то беспокоит, ехать в больницу, чтобы вам оказали помощь. Друзья, желаю вам всем легких родов.